Военно-морская активность США у берегов Венесуэлы остается одной из главных тем в регионе. Американские корабли продолжают присутствие в Карибском бассейне, что в Каракасе расценивают как давление и попытку усилить влияние на фоне политического противостояния с Вашингтоном. Президент Венесуэлы заявил, что подобные шаги США создают риски эскалации и направлены на дестабилизацию обстановки в стране. На фоне этого Пентагон сообщил о нанесении удара по судну в Карибском море, которое, по заявлению министра обороны Пита Хексета, принадлежало террористической организации и использовалось для перевозки наркотиков. Удар был нанесен по личному приказу президента Дональда Трампа, что указывает на растущее внимание Вашингтона к региону и готовность использовать военную силу под предлогом борьбы с нелегальными структурами. Некоторые источники утверждают, что Трамп распорядился направить к берегам Венесуэлы около 16 тысяч военнослужащих, что может свидетельствовать о намерении США укрепить контроль над морскими путями вблизи страны и расширить операции в Карибском бассейне. Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации между США и Венесуэлой и выступает за ее мирное разрешение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы все оставалось в мирном русле, поскольку мир и так полон конфликтных ситуаций, и новые очаги напряженности никому не нужны. Песков отметил, что Россия внимательно следит за происходящим в Венесуэле, где сохраняется высокая степень военного давления со стороны Вашингтона. Его заявление прозвучало на фоне публикации The Washington Post, в которой утверждалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро направил Владимиру Путину обращение с просьбой о помощи. В документе, как пишет издание, содержались запросы, касающиеся укрепления систем ПВО, ремонта авиационной техники и поставок вооружения. Также сообщалось, что Каракас ведет консультации с Китаем и Ираном по вопросам оборонного сотрудничества. Тем временем напряженность в регионе остается высокой. Американские СМИ ранее сообщили, что администрация США рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт проведения секретных операций разведывательных структур, но отверг предположение о планах насильственного устранения венесуэльского лидера. Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что его страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения за столетие. На фоне этих заявлений в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76, принадлежащий компании Aviacon Zito-Trans, специализирующийся на перевозке военных грузов и техники в страны, сотрудничающие с Россией. По информации СМИ, прибытие самолета связано с повышенной военной активностью США в Карибском бассейне. Несмотря на действующие международные санкции в отношении борта, он продолжает выполнять рейсы в государства, поддерживающие партнерские отношения с Москвой. Параллельно внимание Белого дома переключилось на Африку. Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии в ответ на нападение радикальных исламистов на христианские общины. В своих заявлениях Трамп подчеркнул, что если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США могут войти в страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить террористов. После этих слов глава Пентагона подтвердил, что ведомство начало анализировать сценарии возможных действий. Появившееся вскоре видео от Министерства обороны США, адресованное террористическим группировкам, стало своеобразным предупреждением и сигналом о готовности к решительным мерам. На Ближнем Востоке тем временем продолжается сложная игра интересов. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не позволит Хезболле восстановить потенциал и превратить Ливан в новый фронт против Израиля. Параллельно он подчеркнул, что хуситы представляют серьезную угрозу региональной стабильности, и Израиль намерен действовать, если их активность усилится. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений послевоенного урегулирования в Газе, где заметную роль сыграла Турция. По словам американского посла в Анкаре и специального представителя по Сирии Тома Баррака, именно Турция сыграла ключевую роль в достижении перемирия в Газе.
Он отметил, что без участия Анкары договоренность о прекращении огня вряд ли была бы возможна, а личные контакты между президентом Трампом и Реджепом Эрдоганом позволили ускорить переговорный процесс. Барак также признал, что западная политика на Ближнем Востоке после распада Османской империи часто строилась на колониальных принципах и нередко приводила к ошибкам, последствия которых ощущаются до сих пор. Несмотря на это, Израиль сохраняет настороженность и пока блокирует идею размещения турецких сил безопасности в Газе, хотя Вашингтон продолжает настаивать на участии Турции в восстановлении региона и рассматривает варианты миротворческого присутствия. Тем временем внимание международных наблюдателей привлекла информация о планируемом визите сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон. Это станет второй встречей между руководством США и Сирии за последнее время. Событие может стать важным этапом в попытке продолжить нормализацию отношений и переосмыслить подход к сирийскому вопросу после затяжных лет конфронтации. Отметим, что недавно в Тель-Авиве прошла конференция под названием «Будущее меньшинств на Ближнем Востоке». По данным израильских СМИ, на мероприятии присутствовали представители курдских, друзских и других ближневосточных меньшинств, часть из которых придерживается открыто антисирийских позиций. На конференции звучали заявления в поддержку израильского военного присутствия на юге Сирии под предлогом создания буферной зоны, а также призывы к усилению контактов между Израилем и курдскими группами в Иране и Сирии. Эти инициативы вызвали критику со стороны наблюдателей, усмотревших в них попытку легитимизировать вмешательство во внутренние дела соседних государств. Совокупность всех этих событий указывает на формирование новой геополитической реальности, в которой США стремятся восстановить свое военное влияние сразу на нескольких континентах, от Карибского региона до Западной Африки и Ближнего Востока. При этом Вашингтон старается сочетать силовые методы с дипломатическими инструментами, используя аргументы борьбы с терроризмом, защиты прав меньшинств и обеспечения безопасности. Однако для многих стран эти шаги воспринимаются как продолжение политики давления и попытка укрепить контроль над стратегическими регионами мира. В свою очередь, Москва также демонстрирует присутствие в регионе, показывая США, что она способна отстаивать свои интересы и влиять на ситуацию, хотя масштаб ее действий ограничен. Такой шаг можно рассматривать как сигнал о готовности России участвовать в глобальной политической игре, одновременно подчеркивая приверженность дипломатическим подходам и минимизацию прямой эскалации. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех важных геополитических событий.